Насколько у меня увлажнена почва. Вот, смотрите, кисель. Видите, сколько влаги. Такое чувство, что вот я положил лозу на вымачивание, и вот пошла вот такая слизь. Обрезка винограда, хранение черенков, посадка винограда. Посадил 5 новых сортов, минус 1 лопата. Всем привет! 30 октября 2023 года, Минская область, Пуховический район. В общем, я второй день зависаю на даче, сегодня понедельник, взял 2 выходных, с ночевочкой приехал. Значит, думал, что листвы уже не будет, потому что заморозки, в принципе, у нас прошли. Ну, думал, уже можно обрезать, сделать влагозарядковый полив, но у меня спрашивали по влагозарядковому поливу. Влагозарядковый полив в Беларуси, как правило, ну, если производится, это крайне редко. Вот, например, у нас сейчас шли дожди. 2 недели. Вот такие мелкие, как туманчик, как сыпь такая вот. И они настолько землю пропитали, что необходимость во влагозарядковом поливе абсолютно нет. Я вот вчера посадил 4 новых куста. Земля очень влажная, очень. Ну, поэтому нет смысла. Где-нибудь Ростовская область, Краснодарский край, там более сухой климат, там и зим не бывает, а у нас, в принципе, влаги достаточно. Поэтому им, видимо, необходимость есть это сделать, провести влагозарядку. Ну, не вижу смысла, потому что по почве ходишь, она практически еще хлюпает. Поэтому влагозарядковый полив сделала за нас сама природа. Ну вот, посмотрите, листва еще есть. На некоторых облетела, на некоторых еще чуть-чуть есть. Ну, уже конец октября, уже считай начало ноября. Нет смысла оставлять этот лист, тем более 2 недели я не мог выбраться. По выходным постоянно лили дожди, в будни лили дожди. В общем, можно проморгать вспышку, так как вот, например, в прошлом году, в середине ноября у нас выпал снег и лежал уже до Нового года. И морозики были. Поэтому я, наверное, пообламываю весь лист, как это делают, как правило, южане, у которых нет заморозков. И буду уже пришпиливать к земле. Укрывать пока не буду. Те, кто укрывает землей, им надо уже подумать о том, чтобы сейчас это сделать, укрыть землей. Я делаю сухое укрытие. Я просто пришпилю, ну и буду ждать закалочки. Пускай пройдут заморозки. Такие довольно длительные. Пускай мыши уже найдут себе норы. Потому что пока тепло, они еще бегают. Потом, когда прохладно, они уже нашли себе домики. Поэтому сухое укрытие, чем рискованно, то что могут завестись мыши. Поэтому я максимально поздно делаю укрытие. Сейчас сделаю обломку. Точнее, оборву весь лист. Ну, здесь лист уже оборван. Буду обрезать. Вон куча листвы. Она еще такая довольно-таки зеленая. Здесь пристенок у дома. Здесь лист, конечно, получше. Но смысла нет, потому что уже все, подошел срок. Тем более лоза вызрела шикарно. Я сейчас сделаю обрезочку. И на этом, наверное, будет уже финальная практически стадия. Ну, останется только укрыть. Но это будет, я думаю, может, недельки через 2. Ну, будем смотреть, неизвестно. Хуже всех вызрела лоза у подарка не святая. Он довольно молодой, но все-таки я вижу почек на 6, наверное, вызревания есть. Причем в прошлое видео я уже говорил, что все, что было горизонтально, оно почему-то хуже вызрело. Вертикально получше. Поэтому стоит ли менять полярность, тут как бы вопрос. Что-то как-то подозрительно. Такое чувство, что оно просто не работает, это смена полярности. А так, в принципе, вон остальное все шикарно вызрело. Я думаю, в следующем году будем с урожаем. Тут есть из чего выбрать. Вот новые посадки. На этом месте сидел дубовский розовый. Я его полностью выкопал, заменил землю и посадил другой сорт. И вот здесь рядом мускат дубовский посадил. Здесь у меня пустовало место, потому что когда-то здесь преображение привитое, оно просто прививка загнулась и место пустовало, руки не доходили. Ну вот сейчас у меня полностью занято. И вот еще последнее ведро осталось. Это у меня пестрый. Яма уже практически готова. В общем, из 5 новых саженцев вот этот будет финальный. Вообще ситуация по участку примерно такая. Довольно унылая. Все серенько. Вчера немножко погрябал листья, потому что здесь от этой березы просто ветром надуло на весь участок. Еле-еле разгребся. Все, заканчиваю работы и, похоже, уже ухожу в спячку. Только приеду уже укрывать виноград. Ну, еще тут надо будет, когда полный листопад, еще надо будет поработать с листьями. А так, в принципе, уже
Все. Вот утро на участке, влажность просто сумасшедшая. Дождя не было, но буквально все мокрое. Где дорожки асфальтированные какие-то, везде очень сильно влажно, все течет, все прям плывет. Поэтому влажность сумасшедшая. Напомню, по влагозарядковому поливу, ну, я не вижу смысла. Потому что, ну, и так все хлюпает. В общем, я думаю, сейчас за пару часиков я оборву весь лист, все обрежу. Ну, я думаю, 2, максимум 3 часа уложусь, потому что мне еще посадить еще один куст винограда. Вот что значит будний день. Сразу солнышко, погоду обещают до 15. Ну вот смотрите, насколько у меня увлажнена почва. Вот, смотрите, кисель. Видите, сколько влаги. Это вот осенью вот такая у нас пасока. Так что смысла увлажнять нет, все увлажнено. Такое чувство, что вот я положил лозу на вымачивание, и вот пошла вот такая слизь. Все обрезано, пришпилено. Я уже не показывал по обрезке, потому что у меня есть несколько видео на канале. Их есть и очень старые, и посвежее. В общем, оставлю ссылку в описании под видео. Там будет плейлист, там несколько будет видео за несколько лет. Поэтому выбирайте, какое вам более интересно, кому это надо. На самом деле ничего сложного. Главное немножко попробовать, и все будет получаться. Успел сделать и обрезку, посадил 5 новых сортов. Минус 1 лопата. Так что в любом случае уложился за 2 дня. Обрезка винограда, хранение черенков, посадка винограда. Все будет в описании под видео. Будут прикреплены видео, либо плейлисты. Некоторые не понимают, что такое описание под видео. Под видео еще, многоточие. Вот нажимаете на это еще. Открывается у вас, разворачивается длиннющее описание. И там будут все эти ссылки. Все, народ. Всем хороших урожаев. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Всем удачи. Пока.